Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь, и я приветствую вас на своем канале. В этом ролике речь пойдет вот об этом наборе от компании Menk. Это грузовик Ford F350 в масштабе 1 к 35. В данном ролике мы с вами посмотрим на то, как собрать эту модель, а также нанести на нее глянцевое лакокрасочное покрытие. Итак, начнем. Подробного обзора набора я делать не буду. Такие обзоры легко найти как на YouTube, так и в интернете. Тем не менее, давайте посмотрим на саму коробку и на ее содержимое. В качестве итоговой окраски компания Menk предлагает несколько вариантов цвета на выбор. Я окрашу грузовик в черный глянцевый. Инструкция изготовлена в виде небольшого буклета. Полиграфия совершенно замечательная, однако по этапам сборки есть ряд замечаний. Инструкция раскрашена в несколько оттенков серого, для того, чтобы показать, в какой цвет необходимо красить ту или иную деталь. Часть оттенков очень темная. В итоге ориентация и расположение деталей не всегда понятно. Качество литья деталей на высоте. Как показывает моя практика сборки, набор отлично стыкуется. Таким образом, если говорить именно о сборке, я бы рекомендовал данный набор даже новичкам. Перейдем к сборке модели. Откусывать детали я буду при помощи бокорезов. Полировать уже отсоединенные детали удобнее всего при помощи маникюрных пилочек. Их основными преимуществами является то, что они гибкие, обладают разной абразивностью и достаточно широкие. Подробнее об этих и других инструментах, которые я использую при сборке, можно посмотреть в других роликах на моем канале, в том числе в специальной серии «Вопросы и ответы». При необходимости крупные заусенцы легко удаляются при помощи модельного ножа. К сожалению, у деталей довольно много артефактов, там, где они выталкиваются при помощи толкателей. Всех их необходимо будет удалить, однако не срежьте лишнего, сверяйтесь с инструкцией. Для приклеивания деталей я рекомендовал бы использовать сверхтекучий клей компании Tamiya или Звезда. Его основное преимущество заключается в том, что при его использовании детали можно точно спозиционировать, то есть точно приложить друг к другу или установить сразу на необходимое место, что повышает аккуратность и качество сборки, а также экономит время. Так как набор окрашивается достаточно сложным сочетанием цветов, то окрасить большую часть деталей в наборе удобнее отдельно, а потом собрать. Часть металлических деталей я буду окрашивать при помощи цвета титан, используя для этого суперметаллики фирмы Гюнзе. Работая с металликами, помните, что давление в аэрографе должно быть достаточно высоким, а при этом подача материала как можно меньше. Наносить металлики нужно несколькими сухими слоями, но не одним мокрым, чтобы избежать некрасивых потеков и разводов. Для окрашивания деталей в цвет алюминия я буду использовать краску светло-серый алюминий от компании Pacific. Эта краска также очень хорошо себя зарекомендовала в работе, и у нее есть очень серьезное преимущество перед другими красками. Она отлично полируется, что мне как раз и нужно. Для создания хромированных деталей я буду использовать также краску фирмы Pacific Chrome. Эта краска тоже замечательно полируется и позволяет создавать очень реалистичные эффекты металлических поверхностей.
После полного высыхания металликов как следует их полируем. Это увеличит эффект металла. Большая часть подвески окрашивается в полуматовый черный цвет. Завершив окрашивание некоторых деталей, вновь продолжаем сборку. Переходим к сборке основных элементов ходовой. Необходимые элементы остекления окрашиваем при помощи оттенка Tire Black. Пружины на амортизаторах передней подвески я решил окрасить в серебряный цвет. Для получения этого цвета я натру их при помощи пасты True Metal. Преимущество использования этой пасты заключается в том, что ее очень легко наносить на выступающие поверхности. Для этого даже не придется ничего маскировать. Продолжаем сборку модели. Начинаем устанавливать предварительно окрашенные детали. Обратите внимание, что я приклеиваю уже окрашенные детали при помощи сверхтекучего клея. Это не является проблемой. Дело в том, что при должной аккуратности клей попадает только в стык на месте склеиваемых деталей и не повреждает краску. Детали, имитирующие тормозные диски, на которые устанавливаются передние колеса, могут быть установлены таким образом, что передние колеса впоследствии смогут поворачиваться. Устанавливаются эти детали на защелках, будьте особо аккуратны.
если вы поставите детали неверно, снять их обратно, ничего не сломав, вы скорее всего не сможете. Надо сказать, что меня довольно-таки удивило то, как в модели устанавливается бензобак. Все дело в том, что если его устанавливать на положенные для этого крепления, то он встанет с перекосом, поэтому пришлось приклеивать его в нескольких местах и выравнивать. На одной из резиновых шин, идущих в комплекте, у меня была небольшая утяжина. Однако это не является проблемой, поскольку одна резина запасная, а это значит, что утяжину можно направить в сторону, которую зритель не увидит. На этом сборка ходовой будет закончена, и мы можем переходить к оставшимся деталям набора, прежде всего к интерьеру салона. Салон будет окрашен в два цвета, в черный и в светло-серый. Некоторые поверхности при этом я буду окрашивать в цвет Tire Black. Также на этапе окраски интерьера переводим декаль, имитирующую приборную панель. Эту декаль я зафиксирую на модели при помощи жидкости фирмы Tamiya Mark Fit Strong.
черную смывку, которую я изготовил при помощи черной эмалевой краски фирмы Tamiya и White Spirit, выделяем некоторые швы на интерьерных панелях. Удаляем излишки смывки при помощи White Spirit и ватной палочки. Собираем вместе все детали интерьера. Собираем открытую грузовую площадку и переходим к основному этапу окраски. Откидывающийся борт можно собрать так, чтобы его можно было открывать. Однако при этом остаются щели, поэтому лучше его заклеить. Первым этапом окраски будет нанесение глянцевой черной краски так называемым сухим слоем. При таком способе нанесения краски она не выглядит глянцевой, а остается матовой. Этот слой нужен для того, чтобы увеличить адгезию последующих, мокрых слоев. Кроме того, данный этап необходим, чтобы избежать впоследствии потеков краски. Наносим первый мокрый слой. При нанесении этого слоя особое внимание обратите на то, чтобы не было потеков.
Кроме того, очень важен факел, который создает аэрограф. Он должен быть как можно шире и сильнее. Тогда не будет образовываться шагрень. Наносим следующий мокрый слой. На данном этапе постарайтесь сделать так, чтобы модель выглядела мокрой. После нанесения данного слоя даем модели как следует высохнуть. Я оставил модель сохнуть на сутки. Избавляемся от вездесущей пыли. Для того, чтобы убрать ее, необходимо слегка зашлифовать поверхность модели. Для этого я использую последовательно шкурки величиной 1200, 1500 и 2000 единиц. Наносим третий мокрый слой черной глянцевой краски. Наносим глянцевый лак. На данной модели я использовал глянцевый лак в баллоне спрея фирмы Гюнзе. При нанесении лака на модель постоянно встряхивайте баллон. Начинайте распыление в стороне от модели, заканчивайте также в стороне. Это позволит избежать ненужных капель. Держите баллон на расстоянии 20-25 см от модели. Вначале наносим сухой слой лака, затем мокрый. По завершению нанесения лака на модель даем ему как следует высохнуть в течение суток. На каждом этапе получения качественного глянцевого покрытия модель необходимо шлифовать при помощи наждачной бумаги, а также при помощи специальной полироли. Я использую таймирскую полироль 3 уровней: Coarse – грубую, Fine – тонкую и Finish – финишную. Завершаем сборку модели. Для начала устанавливаем остекление. Интерьер вставляется в основную часть кузова довольно-таки сложно. Будьте осторожны при выполнении этого шага. Не повредите лакокрасочное покрытие и не сломайте кузов. Устанавливаем задний бампер и открытую площадку.
Так как основная рама изготовлена из пластика, убедитесь, что она качественно приклеена к площадке. Подножки обязательно устанавливаем до установки основной детали кузова на модель. Окрашиваем повторители поворотов на зеркалах заднего вида. Теми же прозрачными таймиевскими эмалевыми лаками окрашиваем всю оставшуюся оптику. Где необходимо, добавляем серебряный цвет и устанавливаем ее на модель. В самом конце сборки, установив все детали и приклеив все необходимые элементы, полируем модель при помощи воска. Я буду использовать воск фирмы Tamiya. После окончательной полировки модели при помощи специальной полироли компании Tamiya мы получим вот такой вот результат. Давайте посмотрим на него поближе на традиционном круговом обзоре. И на этом все. Подписывайтесь на канал, если ролик понравился, ставьте лайки, комментируйте мои ролики здесь и на моих страничках в социальных сетях. Если у вас есть желание помочь развитию моего канала, то ссылки для этого приведены внизу в описании данного ролика. Большое всем спасибо за внимание, отличных вам моделей и до новых встреч!